Друзья, всем привет! Рады снова видеть вас на нашем канале. Сегодня ребята будут отвечать на ваши вопросы. Но если раньше мы собирали их заранее, то в этот раз мы сходили на ФПГ и предоставили возможность нашим фанатам задать эти вопросы лично. Если бы не было возможности играть в КС, играли бы в Valorant? Нет. Я нет. Нет. Я бы, если не КС, я бы не знал, что такое Valorant. Смотря на какой стадии карьеры, наверное. Если, допустим, сейчас еще один КС, то я пойду по Valorant. А что ты бы делал? Я бы где-то на дальнобойщике. Я бы был тем самым вот старичком, а со мной бы справа бы вот сидел бы помоложе пацан, он мне бы анекдот рассказывал. Ванек бы с прицепом. Что же вам снится, да? Снится ли вам таблица Менделеева? Мне, кстати, вот когда сны происходят, это реально с возрастом как будто радость. Но иногда бывают такие сны. У меня вот было пару вещих снов, И что, сбылись? в которых прям больно было. Да, некоторые сбывало. Но я вот не помню, что снится вообще. Это как в фильме «Начало», знаешь? Фантазер. Ты меня называла. Но мне вообще нихуя не снится. Ужасы, если только. Ну, ты просто их, скорее всего, забываешь, и все. Мне, кстати, в детстве, когда я очень боюсь ужастик. Короче, два ключевых фильма, которые поменяли мою жизнь. Это «Сонная лощина» раз, и второе «Кошмар на улице Вязов» два. Да, если вот я их когда, смотрел, моя жизнь, мои сны повернулись до и после. И то есть ты когда посмотрел этот «Кошмары на улице Вязова», ты такой, типа, не, спать больше не буду? Не, я в принципе спал, но я спал плохо. А когда «Сонную лощину», когда я на даче был, там лес был, знаешь, я бегал возле леса, потому что боялся, что сейчас он выбежит. Кто, лес? Нет, ну вы не стреляли в мой фильм. У кого из вашей команды худший музыкальный вкус? Как тяжело. Я меломан, как у меня может быть Я худший, если считаю, я что меломан? каждый человек слушает ту музыку, которая ему нравится. Мы не можем оценивать. Я согласен полностью, я все слушаю. Точно мой У вкус. Андрея. Я не знаю, что за хуйня. Короче, разок, когда вот Spotify вот установил, я пытался найти, как сделать DJ X. Мне пытался с этим Ваня помочь, и мы создали случайно с ним микс нашей музыки. Вот объясни, Вань, как может быть хуёвый у меня вкус, если я меломан? Я все слушаю, от шансона до глубокого рэпа. Пришли к Underdog. Арене сегодня, у тебя случайно пришли? включилась музыка, которая в наушниках Так играла, это там ремикс. полный пиздец. Так это ремикс был. Полный пиздец. Это Я полный- ничего Ну, не говорю. неплохо на самом деле, Каждый- вы зарубились из-за музыки. Так это все с музыки? С музыки начинается, а потом на точке, дай флеш. Нет, ты должен был дать флеш. Нет, ты. Да, короче, у нас у всех замечательный вкус, я У думаю. Андрея Я нет. считаю. Какие турниры в этом году хотите победить? Да, на самом деле, блядь, знаете, вот Все? да. Все, какие участвуешь. Как вы относитесь к ротациям в команде на данный момент? Как, в принципе, переживаете это насчет самой игры? Как переживаете это морально? Как вы, в принципе, начинаете сыгрываться? И, ребят, могу вам сказать, что ощущаю себя уже как третий лишний или выживший, или, не знаю, там, последний, последний танец, знаете, есть такой вот. Каждый решафл я такой. Блядь. Хоть бы не меня, еще полгода поиграю. Так, в принципе, и справляемся. Ну, допустим, вот мне нравится в этой организации то, что всегда любой какой-либо решафл не происходил за тот срок, который я играю. Последние разы нет такого, что там рвутся мосты, там, ну, горят и прочее. Мы нормально всегда относимся друг к другу, к людям, которые покидают нашу команду. Рады людям, которые приходят к нам. Всегда их, как сказать, хорошо принимаем и стараемся как бы в одном вайбе играть и работать. Ну и мое отношение это уже профессионально рабочее просто. То есть ты понимаешь, что это произойдет, и все. Хочешь получать больше эмоций от игр Team Spirit? Тогда переходи в телеграм-канал команды и забирай подарок от наших друзей. Первый вопрос с тематикой футболки. Ваша история знакомством Алексея Вердрайва. Играл ЦИС-лигу, ЦИС-челленджер. Я, кстати, не знаю. Первый день месяца, когда сбросился в ладер, занял первое место. Из 10 игр выиграл 10, он мне написал в ВК все. Сыграл квалификацию, попал в академию, все. Из академии перешел в основе выиграл все турниры, все. Я не помню. Реально не помню. Просто как-то, что-то где-то. Короче, мое знакомство с Лехой, оно довольно давнее, потому что я очень давно уже играю и слежу за КСом. Вообще, впервые я увидел, я не могу сказать, что познакомился, но увидел и кайфанул, когда был буткемп команды ТП Спортс, по-моему, 10-11 год, что-то такое.
где Леха Овер снимал квартиру для Доси, Фокса, там весь их состав тот. И там я увидел Леху в кадре впервые. Потом, в принципе, мы пересекались как игроки там где-то на миксах, но я как бы не знаком был. А, наверное, именно познакомился где-то уже, когда был один из решафлов Spirit, и когда меня хотели там сделать то ли капитаном, то ли что, и я как раз... Произошел такой момент, что мне нужно было поиграть в академке неделю, чтобы там потестили разных игроков без меня, как они будут, Коли там прочее. И вот за неделю я как-то с ним лучше познакомился, он мне там рассказал, что вот, я думал, ты там вообще типа закрытый чел, там сумасшедший, вы из Веги, там все такие и прочее. Я такой, да нет, ты что, гонишь, чел? Но, в общем, в целом, вот неделю мы с ним общались и прочее. И я ему говорил, блядь, меня на банку посадили, у меня все так плохо, Леха, я с академщиками играю. И он такой, да нет, чел, все нормально. Ну, короче, мы вот там, примерно так вот с ним знакомились, и после этого я его знаю. Я играл в «Вазелиновых червях», мы вышли на ХЛТВ. Каких червях? Подожди, я не знаю это. «Вазелиновые Ну, черви». есть вялые питоны, а есть вазелиновые Это команда? черви. Охуеть, я не знал реально. Ну, а кто, думаешь, знает вялых питонов? Я на ней на ХЛТВ играл. Реально? Я не знал, ну что ты, я серьезно, поэтому спросил. Позор. Он не прошел, попал в Gun5. Это В ты не знаешь. Gun5 не попал, пошел Он, в кстати, всё про Немигу. всех знает. И в итоге попал в Спирит основу. Лол. Кек. Лоу заспидранил. Лол. Дал крюка небольшого. Не взяли в набрался. академку, через год взяли в основу. Не знаю, Леха это вообще козырь. Я ему, блядь, лет 5 писал, говорю, по тесте, говорит, нет. В Ганфайпе взял и все, говорит, заскаутил. Так вот, блядь. Ваша любимая книга, которая, может, заставила о чем-то задуматься? Я, честно, не помню. Я последняя книгу, которую я читал, мне понравилась, это про психологию была, но я не помню, как она называется. Азбука, да. Как называется? Че, занял твой спот или что? Не-не. Алфавит, блядь. «Волшебник изумрудного города». Вот. Так, я назову 2 или 3, наверное. Ну, 2 это вот последнее, что прям сильно прям понравилось, «Братья Карамазовы». Прям очень сильно понравилась книга. А 2 точно назову «Отверженные». А 3 прикольная, мне очень понравилась недавно, это «Блеск, нищета, куртизанок». Капец, ты много книг на самом деле прочитал. Ну, 3 назвал. Я когда ты так называешь, я думаю, я тупой вообще. Я, если честно, из последнего, что я дочитал, это только «Игрок Достоевский», поэтому я назову ее. Ну, не скажу, что прям какая-то невероятная, но неплохая. Какие ценности, как у команды, вашего тега? Уважение. Синергия. Объективность и непредвзятость, наверное. Профессионализм. Вот я хотел это сказать точно, 100% в этой команде, как бы, какие бы ни были звезды и прочее, 100% профессионализм, потому что, во-первых, есть субординация большая в команде, при всем с большим доверием вообще к каждому ключику состава, то есть вообще неважно, это либо это медиа, либо это команда, менеджеры и прочее, весь став, который участвует, ну, доверие и прочее, это тоже основополагающие туда вещи, которые входят 100%. Калаш, дропай донку. Да. Какая самая дурацкая покупка была в вашей жизни? У меня нету такой. Блядь, надо подумать. Ну, без шуток, у меня нет такой. Ну ладно, Лабубу. Блядь, я купил флип Руби. Говно вообще. Он в КФ2 подешевел. Я его купил. Я в тельце. Стилет-пыльник. Я потерял браслет на мажоре, который мне подарила команда на день рождения. Я потерял на мажоре его после победы. И я решил, что, типа, прикольная идея будет купить его, потому что он же счастливый, типа. И в итоге, типа, мы за полгода ничего не смогли выиграть. Я купил новый и сразу выиграл 2 чемпионата. Эра закончилась. Я хотел это сказать, что как раз, когда он потерял, эра закончилась. Это был знак свыше. Не теряйте вещи, ребят. Да у меня все просто на самом деле. Я в Инстаграме насмотрелся одно время, помню, видосов, это, кстати, был где-то 2020 год, про путешествие туринг на велосипеде. Туринги, будете кататься по области на велосипеде, четко, много, физика там, все классно. Купил велосипед, проездил 3 дня. И он стоял 5 лет, кстати, недавно вот это починил, вот, поставил новую звезду, кстати, 2 дня покатался таким кайфом и сюда приехал на медиадень. На велосипеде? Да, блядь, с чемоданом вот так загрузил его, такой, поехали. Вот, наверное, это была самая реально такая покупка интересная. Сколько стоило? 1070 рублей. Я думаю, ну Не нормально. так много. В какой стране очень хотели бы побывать, но еще не побывали? Швейцария. Япония. Природа нравится, виды. Просто и очень интересно побывать в стране и все. Культура нравится. Особенно на цветение сакуры хотел попасть. Первое это Япония, но я там был, но я хочу в Токио и еще поесть пару мест в более адекватном состоянии, потому что я был в Японии после победы на мажоре, и когда у тебя эмоции, короче, уже
и так ты достиг какой-то цели в жизни своей, и дальше едешь сразу к еще одной мечте своей жизни, то ты там не можешь полностью Перенасыщение. отдохнуть. Ты как бы еще один момент не прожил, а уже второй получаешь. Довольно не очень ситуация была. Второе, это мне очень хочется побывать в Италии. Я как бы там был так проездом в одном городе всего, но я бы хотел посмотреть природу. Там очень много всяких мест классных я видел, городов интересных и прочее. Мне интересно. Плюс, да, культура. Ну и третье, кстати, реально Швейцария, потому что вот недавно Костян мне показывал фотки, когда он там был. И я просто первое, что ему сказал, это: Кость, это что за «Властелин колец» ты мне показываешь? Ну, настолько просто пейзажи, горы, вау. Хочется побывать там 100%, только ради видов. Я в Японии, все, на этом. Нечего сказать. Как вы взаимодействуете с аналитиками, как они вам помогают конкретно? Мне просто помогают по работе в целом. Но как это взаимодействие? Просто какие-то раунды, фишки, чтобы выписывал, конспектил. Это сокращает мое время для работы, я могу заняться чем-то другим. Ну и тем самым у тебя больше просто времени на индивидуальную игру, допустим. На самом деле, основная работа у Толи — это большой пласт работы с Серегой, и они там как бы вместе очень много проводят общения, времени, потому что основная база — это как раз аналитика от Толи, то, что по соперникам, там вообще как он видит игру нашу где-то и прочее, что-то подсказывает. Поэтому с ним, если у меня там лично говорит, то это какие-то микрофишки, какие-то именно задания просто, которые мне нужно сделать. Там я говорю: Толя, надо вот это сделать, надо вот это. И Толя мне все всегда там скидывает, говорит, и любой вопрос мы как бы вместе вот так решаем. Гранаты прикольные показывают. Фишечные. Просто Толян сидит с нами всегда, и если что-то нужно, но на что там... Нету времени, например. На что тогда нет времени, то он просто оптимизирует работу и все. То, чтобы игроки занимались больше какими-то своими делами, касающиеся индивидуальной игры и там командного тимплея, но нежели каких-либо фишек, гранат и так далее. Если бы команда была частью фильма или сериала, то какой фильм бы это был и кем бы они были? Кухня. Кто Агузок? Ваня Агузок. Леня шеф-повар этот главный. Нет, шеф-повар Не, это Серега, Серега. кстати, да. Грустно, реально. Это черепашки-ниндзя. Таких 4, брат. И Сплинтер. Ну, 5. Вот Сплинтер сидит. Так у нас вообще-то Не, 7. Сплинтер там вообще, у нас там 6, еще 7. один брат Спасибо. родился просто. Есть Леонардо, а есть Лео. Не, ну кухня идеально подходит. Да блин, наверное, на самом деле, Стражи мне кажется, Галактики. любой какой-то связанный со спортом, потому что киберспорт уже сильно похож на спорт во многих аспектах, просто меньше людей, но это как бы все зарождается. Сейчас можно посмотреть, там, «Последний танец», например, классный сериал, очень много подходит, то есть, допустим, Фил Джексон, Серега, но реально есть какие-то у них такие вещи, потому что они оба какие-то придумывают гениальные вещи там, да. Да, у нас есть супер там звезда, которая пушит сама и пушит всех остальных, да. Тоже не буду говорить, сами тут надо поймет. Есть какой-то помощник жесткий, есть какой-то капитан, есть лютый тусер. Это я, кстати, буду. Деннис Родман, мой любимый. И, короче, ну, реально, можно, мне кажется, вот баскетбол, да, там сколько на паркете? 5? И тренер, да, еще и замен. Ну, вот реально, «Последний танец», там многие вещи могут быть похожи на команду. На любую, в принципе, но на нашу тоже, на самом деле, сильно. Лёнь, что, про когда бороду сбреешь? Никогда. Нихуя После победы на вопрос. мажоре. Леня, так себе. Не, кстати, если я похудею, то пофигу вообще. На самом деле, нет, я не уверен, что я что-то буду брить, потому что с бородой классно, она много чего, да. Мр-мр-мр-мр. Она много чего скрывает. Я не могу, блядь. Звейх, твое любимое аниме? Я одно только смотрел. Какой? Подожди, дай я угадаю. Убийца Акаме. Нет, Соло-левлинг. Тетрадь смерти. нет. Топ плюс серия. Они... Наруто? Ты смотрел По идее, аниме? нет. А какое? Говори уже, Баскетбол короче. Куроко. Блядь, Хороший, ты же мне говорил. Я вот хороший. спутался. А мне не блядь. говорил, я не Он знаю. мне говорил. Я у него почему-то Вот так спрашивал. он тебя слушает. Запомни это. Что делаете вы после турнира, если вы проиграли первую неделю? И как вы восстанавливаетесь психологически? Вопрос зависит от расписания, на самом деле. Ну, если ты проиграл турнир, а через 2 дня у тебя новый турнир. Еще, кстати, зависит сильно от окончания матча, именно тайминга. То есть, если, допустим, ты проигрываешь матч вечером, то, в принципе, ночи уже почти нет, сразу скип. Потому что у тебя мысли в башке всегда, ну, типа, это невозможно. Особенно в матчах, где ты как-то сильно повлиял на результат. Допустим, вот мы играли матч такой с Falcons на Дасте, где мы 12-9, что ли, выигрывали, я помню. И я там полет Веры устроил на Дасте, там некоторые стяжки устроил, помню. И я прям, я спать не мог вообще. Да, там люди могут смотреть на стату, например, но именно помню тот матч,
что на стату пофигу, но именно на действиях, как там меня закинул в ключевых раундах, я такой, ёшкин кот. Вот, а потом на следующий день у тебя опять матч. И как бы ты там не поспал, ничего там пришел, такой думаешь, ну ладно, надеюсь, в этой игре не будет полета веры. Вот если ты проигрываешь, если у тебя дальше нет турниров, и, допустим, у тебя есть отдых дальше, то, в принципе, тебе вообще не важно почти, потому что ты там один день там подумал, все там как-то там плохо и прочее, но ты понимаешь, сейчас я ресетнусь, и дальше новый сезон, дальше сил наберусь и буду выигрывать остальные там турниры, допустим. Если же у тебя проигрыш и через 2 дня новый турнир, то, конечно, ты там подумал, все зависит, опять же, от степени вреда, ну, от меня лично, своего команде в проигрыше. Типа, если там жесткое что-то наделал, натворил, колы там, или там не следил и прочее, то дамаг на себя лутаешь, ночку можешь не поспать, но потом уже более-менее нормально, типа, и все. Но если брать про индивидуально, как я переношу, допустим, поражение, мне сложно, допустим, оценить наперед, как я бы, допустим, перенес какое-то поражение крупного тир-1 ивента. Но если брать какой-то прошедший опыт, у меня обычно после поражения бывает 2 вида состояния. Это когда заслуженное поражение и незаслуженное. Ну, такое бывает. Когда происходят какие-то моменты, на которые ты не можешь повлиять, какие-то чоки или что-то еще, или, в принципе, команда не в состоянии, ну, не зашла на сервер, так можно сказать. И момент поражения, когда ты ощущаешь, что команда противника, как команда, сегодня гораздо сильнее. Поэтому это 2 разных состояния. А в целом, как будто хватает пару часов, чтобы отойти от поражения. Как-то так. Я в тильте всегда просто. Все, был. Мне как-то всегда без разницы, я не испытываю каких-либо эмоций и переживаний, потому что матчей и турниров еще немало предстоит, поэтому загоняться и там, не знаю, опускать тем более руки не стоит, потому что еще турниров куча будет. Везде будет возможность отыграться, и всегда будет возможность отыграться. Чемпионская менталити. Какой матч или момент стал для вас главным уроком в карьере? Когда меня Нави выиграли на мажоре, это не момент, это сказка. У меня, наверное, это либо турнир Рия 24 года, когда мы проиграли во 2-м матче G2, либо в Академии и последний турнир ESL Challenger у меня был финал. Мы проиграли на счете 12-12 на Мираже раунд фулл эко, когда нас убил чувак с дигла 3, из-за этого мы не прошли на EPL. У меня второй момент есть. Когда мы проиграли, G2 в Сингапуре. World Final. Играл я турнир с зелеными червями в 23 году. В конце 23 года, у меня тогда не было ХЛТВ даже. Мы играли турнир квалу на Hard Cup против команды UNT. Играли 3-ю карту. Это был матч, как мы думали тогда, за выход на ХЛТВ. На самом деле его не было, там надо было еще одну стадию пройти, но мы тогда думали, что это за ХЛТВ игра. И мы играли 3-ю карту, это был Overpass, ну это CSGO. Мы за КТ взяли 4 раунда, перешли за атаку, проиграли пистик, проиграли эко, 13-4 проиграем за атаку. В итоге мы докомбэчили до такого счета, что мы выигрывали 15-13, и в итоге мы проиграли на допах, и у меня на 15-13, типа, в голове уже я представлял, как у меня, типа, ХЛТВ появилось, там вот это все. Типа, что я крутой пиздец, там, 16 лет ХЛТВ там, да, был. А в итоге нихуя не произошло, типа, и вот, я расстроился. Короче, первый смешной случай. Это был 2-й минор, в Москве проходил. Мы играли командой Fluffy Gunsters и проиграли, по-моему, в финале верхней сетки за выход на уже 2-ю стадию. Раньше не было после минора сразу мажора, и была 2-я стадия. Мы проиграли команде Империя, помню, 2-1. Прям вот вся команда почему-то в секунду подумала, что вообще мы уже не пройдем никуда. Мы собрались в холле отеля. У нас завтра еще 2 матча, если мы... Ну, тогда мы проиграли, и мы все в тилте там были. Мы все, вот реально... Я вообще никогда обычно не рассказываю там что-то такое про алкоголь и прочее, но мы жестко пили всю ночь. Мы пили до 7 утра, у нас матч в 12. И, короче, вот мы заходим на следующий матч в таком вот примерно состоянии. По-моему, что-то там 10-0 мы летим к миксу. Я сижу, у меня просто игры нет вообще. Я даже мышку держать нормально не могу. Я поспал 4 часа. Потом как-то произошло так, что в итоге мы выиграли. Типа, они не взяли больше ни раунда, мы выиграли 16-11. Я набил хайтап, Толя набил хайтап, оба, которые пошли там в 8-9 утра спать. И вот это был, короче, урок шуточный такой. Но перед играми не стоит сидеть долго до утра там в заведениях где-то. А есть, короче, крутой пример. У меня очень много почему-то запоминаний осталось с мажора шанхайского, потому что это, наверное, самая главная победа в моей жизни.
Первый момент — это, короче, проигрыш команде G2. Я не чувствовал ни разу в жизни такой осознанности того, что мы круто сыграли в тот матч. Я помню, мы общались, я, Дима, Серега. Там то, что общались, ну, может, где-то уже мы рассказывали. Но мы общались просто, бля, да мы круто сыграли. Нам вообще не хватило. Бля, завтра, если 2 выиграем, мы чемп выиграем, по сути. Мы такие, ну да, так и есть. У нас там, типа, знаешь, переписку, типа, ну сейчас, если, 2 выиграем, я думаю, мы чемп выиграем, типа. Потому что мы там играем с G2, мы до этого как-то вообще там что-то... Ну, не шла с ними игра, а здесь был матч, что мы... Ну, я ощущал, что мы их, типа, выиграем. Там не хватило опять каких-то мелочей, но я вышел с матча. Обычно, ты, когда проигрываешь какому-то принципиальному сопернику, ты думаешь, о, опять проиграл, надо что-то там менять. А здесь, я помню, я выхожу с игры такой, думаю, бля, да мы круто сыграли, там не хватило фигни, типа. И вот это один момент был. И третий еще очень классный урок, когда вот вообще надо всегда верить в себя и не сдаваться. Это когда мы с Маузами играли в полуфинале. Когда мы проиграли первую карту на Нюке, я помню... Шанхай? Да, Шанхай. Я вообще не знаю. И вот это один из тех матчей был, когда я вообще уверен был, что нам просто надо выиграть одну карту, мы их, типа, закроем без шансов. Я не знаю, настолько большая уверенность, где ты просто понимаешь, что... Бывают игры, где тебе не везет. Бывают игры, где тебя могут реально за антистратить, и ты там что-то не так сделаешь, как ты хочешь. И это не ты плохо, это просто соперник сделал нормально. Но ничего тебя не останавливает сделать то же самое в следующей карте. И все, мы, помню, зашли на каком-то лютом вайбе, на 2 картах типов снесли, они типа задрожали, и все. Мы же жестко 13-5. Да, мы типа Энсон там Мираж закрыли. Был клоус, 6-6 был. Ну, Мираж клоус, там класс просто на опыте был, да, когда ты там на Б, Боря растянул, потом вышел. Именно суть того, что ты просто понимаешь, что тебя могут выиграть, потому что они так же, как ты хотят выиграть. Но это ничего не значит, что ты не сделаешь так же в ответку, вот и все. Просто надо всегда верить в друг друга, не сдаваться, и все будет гуд. Если все в таком вайбе и настрое, то успех неизбежен. И дальше есть еще некоторые слова, но это уже мем. У меня просто была такая ситуация один раз в жизни. Я помню, когда мы играли какой-то финал квалы на индийский турик с форзами против Бэтбум Best of 5. В этом матче из 5 карт мы 5 карт сыграли, и в 3 картах мы выиграли матч, проигрывая первую сторону там 1-11, 2-10 и 3-9. И после этого понял, что типа всегда можно камбэкнуть. Когда особенно в 3 картах за один матч происходят такие камбэки, ты выигрываешь, ты просто понимаешь, что это всегда возможно. Вот и все. Своих Этнир, когда вы пришли в Team Spirit, кто вам показал Белград? Никто. Ладно, шучу. Мне Стеф и Маша. Меня просто забрали на машине почти, во сколько? Да не помню, утром, в 9 утра. Мы начали кататься, искать локации, и там туда заехали, туда отвезли кого-то, привезли, вот так посмотрел на Белград. Я был уже в Белграде до этого. Мне не надо было показывать. Такой краткий совет, которого дал сам большой импакт, если дал капитан или тренер. Не ставить большие ожидания. Может, не строить? Душнило, да? Наверное, прям совета, который бы помог, нет, но я, наверное, вспоминаю только 2 совета. То, что первое, Серега сказал, что, типа, ему приятно иметь такого игрока, как я, который может выполнить, типа, любую работу. А второе, то, что Дима, собственно, сказал, что мир не видел еще игроков таких, как я. Мы с Серегой, когда общались, там очень много всяких вещей было и прочего. Но один из важных разговоров в жизни вообще с Серегой, допустим, у меня был, когда у меня был очень плохой период в карьере, в Спирит в конце. И я помню какой-то очень ужасный матч и прочее. Мы с ним на буткемпе в Монтевилле общались 1 на 1. Там все, что он тогда говорил, он очень сильно помог вообще в жизни тогда, в тот момент. Это первое. Второе, это был либо Риад, который мы проиграли в прошлом году, либо Катовица в этом году. Там, на самом деле, несколько советов получил. Таких шансов больше не может не быть. Второй совет очень классный, тоже получил от очень ценного человека. Это вообще понимать свою значимость и что ты делаешь для людей вокруг. Не меняться, стараться придерживаться примерно одной какой-то середины, потому что когда ты как-то можешь передавить и прочее, то все может пойти вообще не в ту сторону. Если ты хочешь быть кем-то другим, кем ты не есть на самом деле, не факт, что это может быть для тебя лучше, но вокруг люди могут не понять, и все будет по-другому. Если брать даже то, что мы как 10 дней потренировались, и, в принципе, я общался с Сергеем на всякие темы, и, в принципе, сейчас в процессе адаптации он все равно дает достаточно много здорового мышления у него, и он очень сильно помогает мне адаптироваться, интегрироваться в этот состав, не теряя свои какие-то личные индивидуальные качества. Просто он тоже дал понять то, что не стоит какие-то ставить ожидания очень быстро и требовать от себя очень многого, потому что
когда период адаптации, это в рамках нормального. Вот и все. Новичок, приходя в команду, больше подстраивается под вашу игру или вносит что-то новое? Любой игрок, который приходит, он, если, типа, не зеленый, а именно игрок, который играет и не просто играет и выполняет какую-то функцию в команде, типа накидывание гранат, а просто такой чувак, который не инициативный, то, наверное, немного принесет. Но с теми людьми, которые приходили сюда, в этот состав, могу сказать, что очень сильно меняется игра. Она незаметна, наверное, взгляда наблюдателя, но даже когда ты играешь, там, праки тренируешься, ты видишь, как механически или индивидуально просто разные игроки бывают. То есть какие-то моменты, с которым прошлым игроком у тебя работали, с этим могут не работать. Или наоборот, то, что с новым игроком может это работать, а что-то не работать. Опять же, если это человек, который понимает, там, шарит, приносит свои идеи, приносит идеи, которые работают. Во-первых, добавляет что-то новое в твою игру, так еще плюс к этому это очень сильно бустит, так или иначе. Я могу сказать, что самое крутое, одна из крутых особенностей вообще этой организации команды, что с каждым годом замены они всегда получаются на усиление. Как бы они могут работать в длительную дистанцию, могут где-то работать в быструю. Все по-разному происходит. Но плюс-минус такая тенденция за последние года, что любая замена идет всегда в плюс. Это первое. Второе, всегда при любом раскладе любой игрок, он бустит тебя своим интересом к игре всегда, своей заинтересованностью, мотивацией. Просто человек приходит заряженный всегда в команду новый, и ты берешь этот заряд и вместе с ним начинаешь что-то строить, делать. И ты сам обновляешься очень сильно. Любой новый игрок тебя сильно обновляет. Ты что-то меняешь старое, сразу у тебя что-то открываются, какие-то новые пути чаще всего. Новые, как сказал Дима, новые какие-то плейстайлы, возможности, потому что один человек стоит одними привычками, и ты к ним уже все равно, как бы это ни было грустно звучало бы, ты приедаешься, привыкаешь к чему-то тому, с чем ты работаешь уже долгое время, например. И когда появляется любой новый перспективный крутой игрок, то ты сразу обновляешься, потому что он будет с какими-то новыми идеями, и ты всегда ему доверяешь. То же самое с его стороны, он тебе доверяет. И происходит этот момент притирки, интереса, радости и прочего-прочего. Первые месяцы это всегда типа супер кайф, супер мотивация. Тот самый медовый месяц. Команда Витальти не даст соврать. Ну и наша команда тоже где-то не даст соврать. Поэтому новые люди, новая кровь, это всегда классно, интересно и круто. Пожалуйста, пусть у нас будет медовый месяц, полгода.